Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Так, давайте сегодня смотреть, что нового впереди, да, что сегодня карты расскажут о чем-то новеньком впереди. И в конце вот тоже ангелов почитаем. Опа, кто тут прыгает? Да, что-то новенькое есть, правда, решение принимать вам. И, кстати, какая-то немножечко шаткая ситуация будет. Хотя у вас есть что-то, что вы сейчас обдумываете, просчитываете. Вы не знаете, как правильно поступить в каком-то вопросе. Это здоровье, деньги, без разницы, дорога, там, близкие люди. Но вот самое-самое весомое. Не переживайте. Вы уже кое-что сделали, осталось пару шагов, и вы завершите этот этап, вы правильно поступите. У вас очень правильное сейчас расположение мыслей к исправлению какой-то шаткой, либо волнительной, либо тревожной ситуации. Но вы выйдете из нее, как бы сложно ни было. Вы справитесь. Очень хорошая карта выскочила, очень хорошая. Так, давайте проговорите свое имя и посмотрим, что карты про вас расскажут. Какая вы на сегодня, ваше имя. Устали. Устали. Вы слишком много работаете. И устали еще психологически, потому что что-то ждете, оно никак. Потому что это карта ожидания и работы, вложений, но и ожидания. Хочется уже целую корзину получить того, что ждешь, а все никак да никак. Все никак да никак. Что-то вы ждете. Вы ждете, как будто бы, знаете, чтобы солнышко после грозы вышло. Чтобы солнце после грозы. Хотя гроза это тоже как оздоровление ваше идет. Но когда есть гроза, лучше поберечь себя, карта говорит. Я не знаю о чем. Я думаю, вы поймете. О чем здесь сейчас речь идет. Просто вижу грозу, вижу дождь и не вижу холода, кстати. Потому что гроза это как май, да, в начале мая, в конце мая, без разницы, но это май. Вот что-то в мае. Месяц май, что-то у вас очень-очень важное должно произойти именно в месяц май. Когда вы смотрите видео, сразу, либо в мае уже, да, но это ваш день. Это ваш день, когда вы должны будете, вот, может быть, даже второй раз пересмотрите, потому что здесь что-то важненькое для вас должно быть сегодня. Но май какой-то исцеление идет, целитель. И знаете, скажу так, в первые 10 дней мая не так будет, как вы ожидали. Я вижу это видение. Четверка монет, да, именно этот ответ. Потому что когда четверка монет выходит, это то, что вы в себе держите и никому не хотите отдавать. Так вот, вы наоборот просто выкинете, потому что вы держите то, что уже не должно существовать. Первые 10 дней идет как исправление того, что вы даже не ожидаете. После этих 10 дней, после 10 мая, ждите хорошие, классные такие сильные перемены. Как будто бы что-то такое вот как запах. Это опять же образно сейчас говорю. Может быть, кто-то цветы подарит, может кто-то духи подарит, может быть, вы пройдете мимо места, где очень пахнуть будет, и у вас просто вот что-то взбудоражится. Вот что-то такое мне идет. Может быть, это образно сказано запах. Это когда ты чувствуешь запах, и у тебя настроение меняется. Так вот, после 10 мая ждите перемен настроения в сильно хорошую сторону. Угу. Посмотрите. Посмотрите, как открыта эта дверь. Вы выходите, как запах, как небо, запах моря, запах цветов, запах свежести, я не знаю, утра раннего, да, росы.
Но здесь просто вот получается так, что то, что уже разбито, оно все, оно уже все в прошлом. Вы пройдете этот этап. А то, что ваше, оно сейчас со спины прибегать будет. Есть люди. После 10 мая какой-то человек придет и скажет: возьми меня за руку. Я больше никогда в жизни не сделаю то, что делал раньше. А это выглядит как раскаяние. Это как все равно просьба взять за руку и не отпускать. Вот такое я вижу здесь для вас. Это, смотрите, что нового впереди, это начало уже сигнификации. Значит, сигнификация, как обычно у меня, да, вы устали, но посмотри, какие дороги. Потому что карты сразу хотят сказать, сразу. Не надо уставать, потому что, ну, может быть, где-то поменьше вкладываться нужно. Может, реально, конечно, вам, может быть, хочется больше вложиться, чтобы больше получить, либо там успеть что-то или еще что-то, да. Но карта говорит: реально, подожди, ты слишком устала, тебе нужен отдых. Но и в то же время не опускай руки, потому что твой сюрприз, он уже у тебя вот рядышком, и ты скоро его получишь. Когда пройдет 4-й месяц, начало 5-го, у тебя будут глобальные перемены. А до 8-го месяца, с 4-го, видите, по 8-й, 4, 8, у тебя будут построения личной жизни, переезд, переход на новое понимание, очень большущий праздник праздновать будете. И это сила расклада. Она именно для тебя. Это сила расклада. Вот так. Что еще карты про вас скажут? Ну, вы как святой источник, не знаю. Ну, а что я скажу по тузу кубков про вас? Как святой источник. Где-то можете бальзам на душу человеку вылить, где-то наоборот подстегнуть, чтобы правильным путем шел. Но смотрите, не переусердствуйте. Смотрите, не переусердствуйте. Реально. Хочется иногда побыть маленьким человеком, маленькой девочкой, маленьким мальчиком. Хочется побыть ребенком. Но не каждый это понимает. Не из вас, а из вашего окружения. Ага. Смотрите, как здесь. Если кому-то надо, как ребеночку, поплакаться, все, к вам идут. Если вам действительно хочется побыть вот таким ребеночком в конце концов и поплакаться, как будто бы и нет никого. И это все уходит в прошлое. Это все уходит в прошлое. В твоей жизни появляется человек, и даже не один, которые действительно откроют тебе душу свою и откроют тебе, давайте скажу, жилеточку. Угу. Жилеточку. Но это значит, что они откроются, эти люди. Любовь — это любимый человек и уважаемый человек. Эти люди появляются в вашей жизни. Там, где будет подсказка, там, где будет искренний совет, там, где будет истинное напутствие, да, и любовь. Честность, преданность. Пару человек — это ваша жизнь. Полностью общество, оно разное. Но хотя бы пару человек в вашу жизнь — это ваша жизнь. Ну и плюс еще будет какой-то, я вижу человека, который даст путь, откроет, или как это, даст возможность для вашего
брата, сестры или ребенка. Но это будет после школы. Если у вас еще брат, сестра, ребенок ваш, да, дети маленькие, еще там, ну, маленькие, до выпуска из школы, то вот ждите это время, появится человек, который реально как рука помощи будет. Если у вас уже взрослые братья и сестры там, то ждите и в этом понимании, да, вот как будто бы вот что больше всего тревожит? Вот из этой тревоги поможет какой-то человек выйти, как рука помощи будет. Где его найти? Рука помощи жезловая. Где тебя найти? Такое впечатление, что этот человек сам придет. Этот человек к вам сам придет. Его не надо искать. Победа. Вот он сам приходит с новостями, с какими-то силами, с силой энергии, да. По умеренности, ну, живи и радуйся. Живи и радуйся. Где-то как такая вот сильная королева, да, вот, либо как сильный мальчик, да, паж кубков, вроде как мальчик, но сильный. Смотрите, какие глаза, да, в перспективу. Такое вот, ну, смотря как вы себя чувствуете. Но здесь идет тепло и сила, без разницы. Маленький, большой, да, вот как-то так. Но ждите проявления, и тогда хорошо, такой вопрос. Ну и радоваться будете, естественно. Я не договорила, но здесь просто такой вопрос. Подсказка какая-то, как увидеть, что это тот человек, допустим, или притянуть, открыть двери. Луна. Он сам придет. Вы будете не ожидать этого возможности. Вот какой-то человек реально просто вот как придет и руку помощи протянет. И руку помощи протянет. Как восход солнца после лунного затмения будет в вашей жизни. Не открывают карты. Может быть, это действительно сюрприз, чтобы от какого-то определенного человека не ждать. Смотрите, если вы ждете, вот, допустим, я вот у этого человека спрошу, вот он поможет. Этого не надо. Видите, карты не открывают для того, чтобы это реально этот человек пришел в вашу жизнь спонтанно, неожиданно, чтобы не путать эти шаги заранее. Он должен сам прийти в жизнь вашу и вашего близкого человека. И тогда пути откроются. Для кого-то это реально будет женщина, для кого-то мужчина, но этот человек очень важен, будет на определенный период вашего времени жизненного. И потом многое-многое, что будет складываться так, как не ожидаете, но в очень красивом, ну, давайте скажем, сценарии, да, в очень красивом сценарии вашей жизни. Вот как карты сказали. Что нового впереди еще? Ой, чуть не упала камера, да? Вот она выскочила, которая. Что нового впереди? Шаткость уходит. Шаткость уходит. Что-то вы наконец-то начинаете видеть и держать. Не упустите свой шанс. Очень хороший. В вашу жизнь входит новый. Вы будете радоваться. Это 9 кубков. В вашу жизнь входит новый практический интерес, практика. Вот когда ты действительно получаешь, не просто там мечтаешь о чем-то и радуешься там на будущее, а вот ты уже в этом живешь. В вашу жизнь входит новый практический интерес. Есть у кого-то еще такое, что да, вот по вот этой карте могу сказать, появится какой-то конкретный шанс, да, подзаработать, либо открыть что-то свое. Вот такое еще есть. Потом это сложность и
вложение. Ну, как вот эта карта с этой, да, это тяжесть, но знания всегда тяжелы. Когда ты приобретаешь знания, это всегда тяжело, но ты же проходишь этот этап. Вам знания ваши помогут. Либо кто-то из вас будет учиться на какой-то новый проект, новую специальность, новые какие-то курсы, либо кто-то свое откроет. Ну, в смысле, вот когда-то вы учились, или, может, недавно вы учились, но вы открываете по своим знаниям, и это вам принесет и финансовую какую-то конкретно хорошую стабилизацию, да, 9 монет, стабилизацию, либо новый проект, новую возможность, либо нового человека, который увидит в вас задатки и будет рядышком с вами как проводник, и у вас многое что откроется. Так что ваше обучение, ваши знания, они помогут вам к продвижению, ну как по поводу продвижения или как к большим возможностям финансовой стабильности. Вот. Получите скоро ценный подарок. Кто-то из вас получит ценный подарок такой. Может, недорогой, но очень ценный. А может и дорогой. И сообщения ждите в ближайшее время о деньгах, каком-то переводе, либо каких-то, опять же, предложениях, но какие-то деньги будете переводить. Либо вам переведут. Но это тоже будет первый шаг, может быть, даже и не первый, но шаг к выходу из чего-то сложного или прохода через что-то сложное в свою стабилизацию. Так что новое у вас на пороге уже вот стоит вот ваш дом. Как бы тяжело не было, вы идете на стабильность. Как бы шатко не было, вы выходите на радость. Башня. Это когда, вы сами знаете уже, скорее всего, когда старое рушится и новое начинает строиться. Но здесь еще кое-что в ближайшее время, пожалуйста. Кстати, вот я говорю, гроза, май. Вот она. Ваш дом, ваша энергия, ваша жизнь, она очень сильно поменяется. Нет, многое что останется, как и прежде, потому что многое что не надо менять. Хочется, чтобы оно всегда было рядышком и было счастливым, да? Вот. Но многое поменяется и поменяется в лучшую сторону. Как будто бы действительно идет как складывание, как птички, которые вот вылупливаются из яичек, да? Вот как будто что-то такое вот вроде бы непонятное, где-то страшненькое, где-то красивенькое, но оно новое, и оно с такими перспективными возможностями, вот это идет в вашу жизнь. Видите, сколько у меня этих видений разных. Вот я и говорю вам вот это все. Сейчас скажете, вот надо же такое видеть. Вот такое бывает, такое увижу, что ого-го. Только вот это все как пазлы надо складывать, собирать. Карты помогают поставить все на свое место, но я стараюсь именно ответить на многое, что вы задаете, в чем вы живете, что вы хотите, чтобы действительно вот увидеть то, что будет. Потому что когда вы хотите хорошего, можно сказать, да, но нужно еще сказать, через что ты должна пройти или должен, да, и что ты должен выкинуть, и на что ты должен не обижаться, потому что плохие моменты в жизни тоже бывают, как же без них. Поэтому, когда карты это говорят, они говорят реально правду. И если что-то закрыто, значит, либо сюрприз, либо попозже. Вот такое еще бывает. Но это тоже важно. Вот суть этого расклада для вас, да? Ух ты, 10 монет. Это суть этого расклада. Это суть этого расклада. Потому что первая карта, которая выпрыгнула, да, это вот он стоит на веревочке, шатается. Это тут 2 лестницы, которые сзади, на которые он сейчас и руки-то заняты, схватиться. И в то же время в одной руке пентакли, и в другой. И хочется сделать выбор, и хочется не упустить. Еще и маска на голове, да, это выпрыгнуло. А в конце выходит 10, когда ты свое накопил,
И ты радуешься, то, что тебе предназначено, ты получаешь. Опять же скажу, и в любви, и в финансах, и в здоровье. Правильно? Правильно. Я по этому раскладу именно так и вижу. Потому что угробить здоровье за что-то лучше, да, лучше такого не делать. Хотя бывает. Хотя бывает. Работа сложная, учеба там тоже какая-нибудь очень-очень-очень сложная, давайте так скажем. Но вы идете к этому. И знаете, что вам подарок, он уже открывается. Подарок, он уже открывается. Ценный подарок, сообщение о каких-то перспективах денежных. Знаете, это вот это вот, да, это не мгновенное богатство. Вот тебе принесли, все, ну, пользуйся. А это семя будущего успеха. Как вам показать эту карту? Вот. Это семя, надеюсь, не расплывчато, будущего успеха, но который уже у вас в руках. Это значит, не надо его ждать годами, он уже есть. Вы уже в руках многое, что держите. Впереди время освоения новых навыков, либо открытия своих знаний. Это обязательно. Это обязательно. Ну, по королеве жезлов на второй раз выходит и для мужчин, и для женщин. Это королева как, ну, как подсказка к тому, что можете себя почувствовать, допустим, каким-то учеником, каким-то вроде как с жезлом, да, все могу, но и в то же время как-то вдруг не в той тарелке, не в том месте, вдруг как-то средненько все будет. Это ошибка ваша. Никогда так себя не ощущайте. Вы перспектива, вы выгода, вы счастье, вы человек, который светит себе на своем пути. Вот. Поэтому да, могу так сказать. Хоть и красивая карта, сильная карта, это вот ваша, но по энергиям сейчас именно так. Ну, видите, королева жезлов, император, вот, мужчина, женщина смотрите. Вот, как бы, да, и император сильный, и жезловая королева сильная, но я вижу отсюда. Смотри аккуратней. Не делай себя учеником при своих же учениках. Образно говорю. Вот. Но и не будь слишком таким вот, который не слышит ничего, что все говорят, как им на душе, там, в знаниях, без разницы. Знаете, иногда человек бывает так, что закрывается, потому что слишком высоко поднимается. У вас дороги высоко подняться есть. Есть такие дороги у вас. Вот. Но сами по себе вы не такой человек. И если вдруг все-таки сорветесь, постарайтесь обратно возвращаться на свой нормальный, умеренный путь к своему счастью. Вот здесь тоже есть ошибочка, предупреждение для кое-кого, на всякий случай. Ну, 100% не для всех, потому что многие из вас понимают это все очень легко. Понимают. А перспективы, моральное удовлетворение и денежные, материальные выгоды – это ваш путь, это ваше будущее. Что нового впереди? Много хорошего. Много хорошего. Так, давайте посмотрим, что напоследок карты скажут, и прочитаем ангелам. Радоваться будете, праздновать будете, хорошее что-то идет, очень хорошее. Семья, отношения, ну, такой вот котик. Кстати, как-нибудь сделаю расклад, наверное, по поводу животных еще. Постараюсь, во всяком случае. Может быть, само придет как видение, может быть, заранее, да, напишу название и попробую притянуть ответ. Но что-то есть тут по поводу животного, именно кота. Кот, кошка, да, вот что-то есть. Как будто бы вот он чувствует время какое, ответы у него есть, и можно через него поспрашивать.
Потому что даже иногда желание загадываешь, и если пришло время, он исполняет. Вот бывает так. Как-нибудь разберусь с этим, потому что почувствовала, что есть около вас энергия кота или кошечки, может быть, из прошлого, до сих пор энергия рядом, может быть, сейчас, но что-то важное в этой энергии для вас, для вашего очага, для вашего счастья, ответы на вопросы через кота. Что-то есть важное. Так, ну и проводник. Ты зачем вышел? Человек. Человек, я про него уже говорила, я его опять. Почему? Что он хочет сказать? Это человек, который протянет руку помощи. Я вижу в этой карте этого человека. Что ты хочешь? Ну, мир. Он как будто бы скажет, что в твоей жизни настал мир, что я тебе принесу это, я помогу твоим близким людям. И как будто бы с его слов, с его подачи, с его возможностей в вашей жизни реально откроются хорошие, нормальные, стабильные перспективы. Ну и слава Богу. Он хочет сказать: не пропусти меня, будь внимательней, я рядом. Какой-то вот, может быть, может это ангел? Нет, это в данном случае нет. Это именно человек, который жив-здоров. Да? Да. Потому что туз планет — это весомость, это может быть он какой-то начальник, какую-то должность имеет очень-очень высокую, либо у него денег много, бизнесмен, либо педагог хороший очень сильно, врач сильный, но что-то вот есть в нем вот такое вот, что он поможет вам или вашему самому близкому человеку. И дай Бог, это хорошо, будьте уверены, он рядышком, он будет в свое время. Ну, это напоследок, наверное. Так, ну, что на дне колоды? Королева кубков. Сердечко ваше сильное, но в то же время в какие-то моменты слабое становится. Поэтому берегите свое сердце обязательно. Все у вас будет так, как надо. Давайте спросим у ангелов, да? Что вы скажете? Понятия не имею, что они скажут, но разберем. Разберем. Я не вижу их ответ. Вот сейчас буду разбирать. Иногда вижу, иногда нет. Тайная благодать, да, вы пишете. То, что кажется проблемой, на самом деле является ответом на ваши молитвы, да? Ага. Причины возникшей ситуации вы поймете, когда все закончится. Оно закончится скоро уже. Доверьтесь защите и бесконечной мудрости небес, которые всегда отвечают на ваши молитвы наилучшим образом. Тайная благодать. Знай, что как бы тебе тяжело не было по этой карте, ангелы хотят сказать: ты все равно тайна, но защищена. И благодать в твою жизнь мы несем и дадим тебе в самые неожиданные, неподходящие мгновения. Но мы дадим тебе это. Это ангелы сейчас хотят сказать вам. О, это сильно. То, что кажется проблемой, на самом деле является ответом на ваши молитвы. Ну, может быть, в этом разобраться реально. Если кажется проблемой, то сказать: да ничего, выкручусь, справлюсь, помогут. Да, недаром он еще и под конец вышел, тот человек. Ну и много всего, он даже котик есть. Так что доверься, доверься защите бесконечной мудрости небес, Вселенной, вашему Богу, да, если вы в кого именно вы верите, какой у вас Бог, какие у вас святые. Доверьтесь, они рядом с вами сейчас. Вот так вот. Наилучшим образом. Ну дай Бог, да, во имя всего святого, дай Бог, пусть будет все вот хорошо. Все, на сегодня все. В принципе, что еще сказать? Ну, впереди, да, вас ждет освоение чего-то нового.
но перспективы, они будут особенными. И вы поймете, где есть сила, а где есть слабость. И вы сделаете свой выбор, и вы спрыгнете с той нити, которая шатается. Ну вот так напоследок еще скажу. Все, до следующего видео, да? Всего самого-самого наилучшего. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик, я только на ютубе, не забывайте, да, здесь идет моя сильная магия, можно сказать, волшебных слов, вот, только на ютубе. На других платформах это ворованное, моей энергии там нет. Вот, все, увидимся, услышимся, на связи, пишите, здоровья крепкого, здоровья крепкого, все.